Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Юрием Георгиевичем Фельштинским, доктором исторических наук, доктором философии по истории, с автором книги Александра Литвиненко «ФСБ взрывает в Россию». Юрий Георгиевич, мы с вами последним на нашем втором видео остановились на моменте смерти Сталина. И я хотела бы продолжить, потому что у меня есть вопрос, который связан, наверное, в том числе с этой смертью Сталина и последующими расстрелами Берии и его команды. Но перед этим прошу подписываться на наш канал, подписываться на соцсети Юрия Георгиевича, ставить лайки и распространять ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Итак, расстреляли Берию, его команду, а Судоплатова при этом не расстреляли, а только посадили всего на 10 лет. А с чем это может быть связано? Почему они так к нему отнеслись снисходительно? Во-первых, не нужно считать, что для Судоплатова это была легкая прогулка. Его вполне серьезно мучили, его вполне серьезно пытали. Он инсценировал сумасшествие, и только по этой причине, видимо, только по этой причине не был расстрелян. В какой-то момент, тоже не очень скоро, 10 лет, это все-таки 10 лет, по-моему, даже чуть больше, его выпустили. Он был уже, что называется, больным пожилым человеком, и времена, безусловно, тоже изменились, к этому времени. То есть с 1953 года и с 1956 года 10 лет – это уже другая эпоха в Советском Союзе. Так что нет, наказание для Судоплатова было вполне достаточно. При этом нужно понимать, что с точки зрения Судоплатова он верно служил государству, выполнял все приказы и, скажем так, судили его не за те преступления, за которые его бы судили в какой-то нормальной демократической европейской стране. Особенность всех расстрелов и сталинского периода, и после сталинского периода, что судили всех этих людей и расстреливали этих людей не за преступления перед народом, а за какие-то совсем другие провинности и по каким-то совсем другим соображениям. И многие палачи из НКВД, которые были не хуже и не лучше, при этом спокойно продолжали работать на своих должностях. Что важно понимать, и это некий этап, который предопределил очень многое, и до сих пор на самом деле является очень важным и значительным, что после 1956 года, я подчеркиваю, не после 1953 года, а после 1956 года, расстрелы кого-либо из функционеров, будь то функционеры правительственные или высшие руководители спецслужб, партийные руководители, прекратились. Вот по некому умолчанию, а может быть было и совещание какое-нибудь на эту тему, была достигнута некая договоренность и возникло некое понимание, что больше партия и спецслужбы друг друга не расстреливают. Потому что когда у них есть возможность расстреливать друг друга, то это выходит все из-под контроля и выходит за разумные для них рамки. И действительно исторический опыт периода с 1918, скажем так, по 1953 год говорил о том, что от расстрелов, которые практиковались и широко практиковались, страдали прежде всего партийцы, прежде всего офицеры спецслужб, военное руководство, то есть то, что называлось номенклатурой.
Вот подчеркиваю, после 1956 года расстрелы уже не производились, и это правило действует, собственно, до сих пор, даже с поправкой, не с поправкой, а усиленное тем, что Россия в какой-то момент ввела мораторий на смертную казнь. И одна из причин, по которой, как мне кажется, эта смертная казнь не возвращается сейчас в Россию, при том, что это было бы удобно нынешнему режиму, да, потому что немножко открывало бы больше возможностей, скажем так, для борьбы со своими многочисленными противниками, да, которые множатся постоянно в глазах российского руководства, да и по существу из-за войны в Украине. Вот несмотря на это, смертную казнь они не торопятся возвращать. Даже вот после призывов вернуть ее, да, или в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле, да, поговорили, но смертную казнь возвращать они не торопятся, поскольку понимают, что с очень большой вероятностью они сами под эту смертную казнь в какой-то момент тогда и подпадут. И это то, что их останавливает. Ну, просто я помню, что вот Берию, его как бы команду, да, их обвиняли же в том, что они отравляли членов ЦК или членов коммунистической партии, что-то такое, какое-то такое было обвинение. И просто Судоплатов, он же напрямую участвовал в ликвидациях, поэтому странно, что к нему было... Понимаете, я сразу хочу подчеркнуть, да, что с одной стороны, правильно обвиняли, потому что, да, действительно, советские спецслужбы в том числе занимались отравлениями, не говоря уже о том, что в целом принятая версия о том, что Сталину помогли умереть, да, могла в своей основе иметь и фактор отравления. Да? То есть как бы вариант, что Сталину помогли умереть тем, что его отравили, тоже, да, есть вариант, что Сталину помогли умереть тем, что не оказали ему медицинской помощи, это другое дело. Но есть еще и вариант, и скорее всего он имеет право на существование, что Сталин был отравлен. Вскрытия никакого не производилось, и там, анализа причин смерти Сталина с точки зрения отравления как бы у нас в нашем распоряжении нет. Но подчеркиваю, поскольку и до, и после отравливали очень многих, то да, вполне возможно, что Сталин был отравлен. И хотя в этом же отравлении, кроме Берии, тогда уже участвовали, по крайней мере, опосредованно и Хрущев, и Маленков, и Булганин, да, вполне типично для советской действительности того времени. В этих отравлениях мог быть при этом обвинен только Берия, как если бы никто больше в этой операции по устранению Сталина не участвовал. Хотя, скорее всего, подчеркиваю, да, это был заговор достаточно широкий, да, как и в свое время заговор против Ленина, да, он тоже был широкий, то есть о том, что Ленина травят, знал, как говорится, весь Центральный комитет. Так и тут. О том, что Сталина, скорее всего, убрали, тоже знал какой-то, пусть ограниченный, но тем не менее круг людей. По времени этот вопрос, конечно, он немножко раньше был, но тем не менее, как вы считаете, каково значение для истории воровство ядерных секретов у США со стороны СССР после Второй мировой войны? Мне, конечно, трудно определить, что было бы и как бы развивалась история атомного оружия в Советском Союзе, если бы
советская разведка не смогла бы украсть все те многочисленные, кстати говоря, и по разным источникам полученные атомные секреты, которые были получены. Наверное, рано или поздно все равно бы ядерное оружие было бы создано. Как мы знаем уже теперь из истории, никакой, скажем так, срочности в его создании не было, в том плане, что после 1945 года, после Хиросимы и Нагасаки, американцы не использовали ядерное оружие ни разу в своей истории. И в этом плане, наверное, не так уж было важно, когда именно Советский Союз создал бы ядерное оружие, потому что и в советской истории, как говорится, там, начиная с 1945 года или после 1945 года, фактор ядерного оружия по существу ни разу задействован не был. То есть один раз, как бы однажды, да, советское правительство попыталось его использовать вот в 1962 году, да, во время того, что потом стало называться Карибским кризисом или Кубинским кризисом, когда была сделана попытка установить ядерное оружие на Кубе, которая, тем не менее, затем была дезавуирована, да, и в конце концов Хрущев решил отказаться от идеи устанавливать на Кубе ядерное оружие. Были потом написаны целые тома, да, говорящие о том, что это как бы отступление, этот отказ от установки ядерного оружия на Кубе был сделан не бесплатно, да, что Советский Союз в компенсацию получил согласие американцев убрать ядерные ракеты из Турции и так далее. И, может быть, это так и было, хотя американцы утверждали, что они и так их собирались оттуда убирать. Но так или иначе, вот единственный случай, да, когда фактор ядерного оружия стоял на повестке дня, это 1962 год. Но в принципе, после 1962 года, может быть, в связи с 1962 годом, в связи с кризисом 1962 года, с Карибским кризисом, возникла новая концепция, что очень важно. И концепция эта заключалась в том, что поскольку в ядерной войне нельзя победить, и, соответственно, ее неправильно вести и начинать, да, нужно жить в формате мирного существования. И вот та самая концепция мирного существования между Советским Союзом и Западом, которая, конечно, параллельно, да, существовала на фоне холодной войны, она, тем не менее, гарантировала мир до самого недавнего времени, по крайней мере, да, от того, что между великими державами когда-либо будет начата ядерная война. То есть ядерное оружие, с одной стороны, существовало, но с другой стороны существовало как сдерживающий фактор, а не как фактор, доминирующий во внешней политике одного и другого государства. То есть аргументом во внешней политике это на самом деле не было, и наоборот делались постоянно попытки, не всегда успешные, может быть, не полностью успешные, но делались при этом попытки со стороны двух государств, и США, и Советского Союза, как-то ограничить то, что называлось гонку вооружений, поскольку, в общем-то, было понятно, что это излишняя трата денег и для одних, и для других. Но, к сожалению, вот сейчас уже, да, в этой политике России достаточно в одностороннем порядке в эту политику России были внесены серьезные изменения. Да, и после аннексии Крыма Путин вылез как бы на трибуну с новой концепцией о том, что Россия может победить в ядерной войне.
Вот это на самом деле как бы концепция абсолютно новая, очень рискованная, очень опасная, да? И на базе вот этой вот концепции строится нынешняя внешняя политика Российской Федерации. Есть некая аналогия, да, того Карибского кризиса с сегодняшней вот этой операцией с 12 по 17 на Кубе российских ВМФ, да, когда они тоже отправляют, вот тогда у них было 2 крейсера, 4 эсминца, 12 ракетных катеров и 11 подводных лодок. Сейчас, конечно, меньше и контингент, и количество задействованных военных кораблей, но тем не менее, почему сейчас нет такой вот реакции, что у нас Карибский кризис? Ну, давайте вместе размышлять почему. Во-первых, суть, наверное, не в том, что Российская Федерация проводит учения в нейтральных водах. Да? В нейтральных водах, скажем так, любое государство имеет право проводить любого уровня учения. Это, как правило, некий политический шаг, демонстративный шаг, да, настораживающий соседей шаг. Ну вот, например, как недавно Китай проводил учения, связанные с возможным захватом Тайваня, да, когда Тайвань был окружен китайскими военными кораблями, да, было закрыто над Тайванем небо китайскими военно-воздушными силами. Да, это были вот учения такие, должны продемонстрировать Тайваню, что он должен 10 раз подумать перед тем, как отказываться, допустим, да, от добрососедских отношений с Китаем или принимать американскую военную помощь. Ну, вот так и тут, да, поскольку у Путина установка общая на нагнетение, и поскольку он знает, что Карибский кризис – это то, что в Америке изучалось вполне хорошо, и то, что у народа на слуху, да, то, конечно, учения, да, которые там пресса будет называть там новым Карибским кризисом, это было ровно то, что Путину как бы нужно. Да? Это та угроза, которую Путин пообещал, реализованная угроза, да, которая была заявлена, объявлена после того, как американцы сообщили о том, что они как бы разрешают Украине использовать свое оружие для ударов по Российской Федерации. Ну и как бы после этого американцы чуть-чуть сбавили действительно пыл и тон, и если исходная фраза заключалась в формулировке, что Америка, конечно, не приветствует удары по территории Российской Федерации, но мешать Украине не будет, то уже после заявления Путина об учениях в районе Карибского моря, уже немножко американцы сбавили тон, вроде бы уже прозвучало, что они не приветствуют удары за пределами там ближайших к Харькову. Байден прямо сказал, что мы не приветствуем удары по Москве и по Кремлю. Да. Ну да, значит, есть разница между не приветствуем и, допустим, запрещаем. Да? Вот не приветствовать это, тем не менее, как бы формула, подлежащая толкованию. Не приветствуем, да, конечно, не приветствуем. Но категорически против, например, это уже несколько другая форма. Они нам просто не дали оружие, которое может добить. От Америки нет оружия, которое может добить до Москвы и до Кремля. Поэтому... во-первых, Америка не единственный поставщик такого оружия. Да. Там есть другие виды вооружений, включая даже украинские разработки, которые могут это сделать. В том-то и дело, да, поэтому это немножко отдельный разговор, да, и мы можем его как бы вполне вести, но это немножко
как бы другая... Мой вопрос был сугубо, почему тогда реакция была такая острая, а сейчас она менее острая, потому что вот эти все ракеты, которым оснащен этот фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка, они теперь после уже 2,5 лет войны на территории Украины не кажутся уж такими страшными, или ну с чем? Нет, вовсе не поэтому, а потому что в 1962 году во время Карибского кризиса речь шла об установке советских ядерных ракет на Кубе. Сейчас речь не идет о том, что Российская Федерация будет пытаться, например, установить на Кубе российское ядерное оружие и передавать Кубе тактическое ядерное оружие, как было сделано вот сейчас недавно в отношении Беларуси. Да? Я думаю, что если бы Путин объявил о том, что он планирует договориться с Кубой о том, чтобы на Кубе было поставлено российское ядерное оружие, то реакция была бы другой. Но я думаю, что, наверное, все-таки на данный момент это невозможно, хотя бы потому, что на это, скорее всего, не пойдет кубинское правительство. Потому как все-таки сегодняшнее кубинское правительство – это не кубинское правительство времен Фиделя Кастро. Кроме вот этой операции на Кубе, были еще другие интересные действия, да, это и Пражская весна, это и Венгерское восстание, как раз 1956 года. Ну, если, во-первых, мы говорим о, скажем так, конфликтах в Восточной Европе, то ну, их действительно было несколько. Да, во-первых, начнем с Берлинского кризиса 1948 года, когда Советский Союз попробовал на самом деле таким образом ну, захватить Берлин, да, захватить Западный Берлин. То есть это была попытка Сталина переиграть, да, послевоенные границы с точки зрения вот, раздела Германии, да, и добиться от Запада согласия отдать Берлин, да, потому что Берлин находился, как мы знаем, внутри Восточной Германии и был разбит на сектора немецкие, извините, советские, американские, английские, французские, и, собственно, вот те сектора, которые принадлежали американцам, англичанам и французам, потом стали тем, что мы называли Западным Берлином. Да? А Восточный Берлин, собственно, оставался внутри Восточной Германии. Первое как бы, народное антисоветское восстание было именно в Германии, в Берлине, в 1953 году, после смерти Сталина. Оно было жестоко подавлено. Следующее восстание было в 1956 году, которое было очень кровавым. И относительно много погибло тогда советских и солдат, и спецслужбистов, и офицеров, и, главное, венгерских. То есть венгерских руководителей было тогда перебито восставшими достаточно много. Восстание было в 1956 году, да, тогда же подавлено. Руководители венгерских коммунистов. Имре Надь? Да, Имре Надь, совершенно верно. Вот. Опять же, я не знаю, лично кого лично душил Андропов. Здесь у меня никакой информации нет. Но следующим восстанием, да, у нас было восстание Пражская весна 1968 года, да, про которое мы довольно много знаем, и на эту тему книги есть, и фильмы есть. И затем уже польская солидарность, да, в Польше. То есть в общем-то, Восточная Европа неоднократно демонстрировала
что она не согласна, да, с режимами, установленными там Советским Союзом 1945 года. Но если не иметь в виду восстание в Восточной Европе, которое по умолчанию относилось к сфере влияния Советского Союза, да, если не иметь в виду войны типа вторжения в Афганистан, если не иметь в виду многочисленные войны, которые вели советские спецслужбы, в основном уже по линии ГРУ в Африке, в Азии, да, ну и где был ФСБ, КГБ, бывшее КГБ, тоже было задействовано, да, тем не менее, подчеркиваю, концепция мирного существования предусматривала отказ от глобальной попытки военного противостояния с Соединенными Штатами. Да, и, соответственно, исходило из того, что военного столкновения между странами НАТО и Советским Союзом не может быть, и странами Варшавского договора, да, не может быть, поскольку это ведет к взаимному уничтожению. Уточнить, да, что действительно это был Имре Надь, и его приговорили к повешению, но его как бы выманил действительно Андропов, он пообещал ему, что дал честное слово, что выпустит его из страны, однако слово свое не сдержал, и в 1958 году Имре Надя повесили. То есть это не прям в посольстве произошло, но как бы он из посольства его выманил. Если можно, тогда мы поговорили про восстание в Чехии и в Венгрии. А если можно, давайте поговорим про Афганистан. Потому что, насколько я знаю, большинство членов ЦК, особенно те, кто был с опытом, прошедшими войну, они были категорически против вторжения в Афганистан. Тем не менее, вторжение произошло, причем в начале, я так понимаю, были какие-то вообще непредсказуемые действия с правительствами Афганистана. А кто инспирировал это? Как раз историю вторжения в Афганистан мы знаем. В ЦК этот вопрос не обсуждался. Этот вопрос обсуждался в Политбюро. И главное окончательное обсуждение этого вопроса, скорее всего, было в неформальной, как мы бы сказали, наверное, сейчас обстановке. В нем участвовали высшие руководители КГБ, Генштаба и Политбюро. Генштаб был категорически против вторжения в том смысле, что считал, что советская армия не сможет выполнить поставленные перед ними задачи. А КГБ было за вторжение, и Политбюро заняло сторону КГБ. Собственно, вот так был решен вопрос о вторжении в Афганистан. Было сделано до этого несколько попыток сменить руководство в Афганистане, сменить правительство в Афганистане, попыток, которые нам, в общем, следует называть переворотом, да, были, по крайней мере, две попытки отравления президента Афганистана, которые не увенчались успехом. Вернее так, первая попытка частично увенчалась успехом, но конкретно сам президент выжил, хотя 28 человек, присутствующих на обеде, кажется, были отравлены насмерть. А вторая попытка... И это все делали советские спецслужбы? Да, это все делало КГБ. А вторая попытка отравления также не увенчалась успехом,
ну, по совсем уже безалаберной причине, что ну, вполне при этом как бы типичный, да, для Советского Союза того времени, потому что представленный к президенту советский врач не знал, естественно, о том, что КГБ проводит операцию по отравлению и сумел его откачать. Да. И вот уже после этого было принято решение о вторжении в Афганистан, которое началось собственно, с атаки на президентский дворец, которая проводилась силами Альфы советской. И атака была как бы очень кровавой. Афганцы, ну, охрана дворца, президентская охрана мужественно, да, сопротивлялась, как могла. Там несколько сот человек было перебито, но в том числе и президент. И, собственно, вот уже после этого туда вошла советская армия, да, и была сделана, естественно, попытка создания нового правительства и там, стабилизации нового режима, которая не увенчалась успехом. И вот это уже привело к такой полномасштабной войне в Афганистане, которая длилась 10 лет. Ну, а можно считать, как говорится, длится и до сих пор. Вообще дестабилизация мусульманского мира, радикализация мусульманского мира в очень большой степени началась как бы в связи с советским вторжением в Афганистан. То есть это было как бы начало вот всех тех проблем, которые мы имеем с мусульманским миром как бы сегодня, да, потому что советское вторжение в Афганистан спровоцировало создание ну, радикальных, экстремистских, вооруженных подразделений в мусульманском мире. Да? Не только в Афганистане, а и за пределами Афганистана. И вот эта концепция интернациональных мусульманских военизированных отрядов, да, она, собственно, появилась и была создана в связи с советским вторжением в Афганистан. В чем вообще был смысл для, ну, как это логически можно объяснить, зачем им нужно было это вторжение? Ведь Амин вроде как сам, по-моему, кстати, 14 раз просил вводить войска и, в принципе, был, ну, на словах, как минимум, был другом Советского Союза. Он действительно был другом Советского Союза. Ну, с одной стороны, ему не до конца верили. Ну, вот нужно понимать, что, знаете, ведь в КГБ, прям скажем, люди подозрительные, недоверчивые. Да? Действительно ли Амина не считали другом Советского Союза? Действительно ли его подозревали в том, что он хочет как бы переметнуться на сторону американцев? Потому что Амин на свое несчастье 2 раза учился в Америке. Или же это была форма как бы ну, оправдания, да, идеи там, снятия Амина, которая существовала у КГБ. Это трудно понять. Присутствовал, безусловно, экономический фактор. Он существовал. Я имею в виду для КГБ, потому что КГБ в Афганистане занималась ну, серьезными коммерческими операциями. Афганистан вообще очень богатая страна, да, с точки зрения там, драгоценных и полудрагоценных металлов. Редкоземельные металлы, да.
Да, и вообще там достаточно много было бизнесов, да, основано, да, в связи с вот этим вот вторжением, да и до него. Не говоря уже о том, что Афганистан, как мы хорошо знаем, является главным производителем опиума. И, собственно, 80% наркотиков, которые потребляются в Европе, приходили из Афганистана. И одной из, собственно, функций, задач КГБ было поставить под свой контроль наркотрафик, идущий из Афганистана сначала в Советский Союз, да, из Советского Союза затем уже в Европу, в основном через Восточную Германию. Поэтому как бы там задач было много, да, и людей, желавших контролировать, да, экономику Афганистана таким образом. В КГБ было много, это были как бы серьезные люди, там Петовранов, там, допустим, генерал Петовранов, Борис Иванов, да, один из руководителей вот афганской всей этой операции со стороны КГБ. То есть там задействованы были очень как бы большие силы и высокопоставленные силы со стороны госбезопасности. Ну, результат как бы нам известен, да, результат заключается в том, что афганская война считается одной из причин распада Советского Союза, но здесь нужно сделать очень важную поправку. Вот, собственно, то, что, ну, наверное, лучше всего описано в моей книге в соавторстве с Владимиром Поповым «От красного террора к террористическому государству», о том, что госбезопасность в тот период была заинтересована в распаде Советского Союза. То есть, на самом деле, одна из причин, по которой Советский Союз распался так легко, заключалась в том, что КГБ, как ведомство, было заинтересовано в ликвидации монополии коммунистической партии на власть. И после того, как Андропов сначала сумел эту власть получить и, собственно, впервые, да, пробил госбезопасность на уровень управления государством, потому что он, при том, что он бывший председатель КГБ, стал и генсеком сначала, и председателем Президиума Верховного Совета СССР одновременно, да, то есть стал как бы президентом и главой государства, да. И поскольку Андропов умер быстро, да, то и власть как бы перехватили снова партийцы, да, то вот эта вот концепция захвата госбезопасностью власти, да, она потом была уже еще раз реализована, попытка, по крайней мере, захвата власти в августе 1991 года Крючкова. Да, вот после смерти Андропова инициатива была как бы у партийцев, да. Август 1991 года и создание ГКЧП под руководством Владимира Крючкова, председателя КГБ, это вот еще одна очередная попытка, допустим, после попытки Берии, да, захватить через переворот, захватить власть государства, которая как бы и не сработала, но при этом был разработан уже тогда параллельный вариант, что если не получится захват власти в государстве через переворот Крючкова, то, по крайней мере, получится лишение Компартии, отстранение Компартии от власти, то есть лишение Компартии
монополии власти. Да? Вот и то, что произошло в августе 1991 года, когда Ельцин приостановил, как он тогда сказал, приостановил деятельность Компартии. Иными словами, Компартия лишилась власти. И это было, собственно, ровно то, чего добивалась госбезопасность. Поэтому дальше, уже после августа 1991 года, вопросом времени было для госбезопасности захватить снова власть в России. И через несколько попыток, подчеркиваю, было несколько, да, значит, август 1991 года, октябрь 1993 года, попытка снятия Ельцина через восстание, да, прокоммунистического и сильно инфильтрированного спецслужбами КГБ парламента, да, что привело к расстрелу парламента. Затем март 1996 года, это уже попытка Коржакова отстранить Ельцина от власти через отмену выборов, да, попытка сделать из Ельцина сначала нелегитимного президента и затем его заменить Сосковцом, да. Это 1996 год, и, наконец, уже успешная попытка отстранения Ельцина от власти через добровольную и досрочную отставку 31 декабря 1991 года и привод Путина сначала на должность исполняющего обязанности президента и затем проведение его чисто технически через выборы и, собственно, да, назначение его президентом, как мы теперь уже знаем, навечно. Да, вот вся эта операция, она заняла, собственно, 10 лет, да, даже меньше, с августа 1991 по 31 декабря 1999 года. С точки зрения исторической, это очень-очень короткий срок. Да. И власть, как мы уже теперь знаем, окончательно оказалась в руках бывшего директора ФСБ Путина. Ну, как если бы она оказалась в руках бывшего министра госбезопасности Берии, как она оказалась, но лишь всего на 1,5 года в руках бывшего председателя КГБ Андропова. На самом деле у Андропова, кстати, было похожее переживание, как было у Путина, да, потому что во время венгерского восстания, когда они заставили венгры, восставшие, вывести советские войска из Будапешта, он чувствовал себя очень не в безопасности, вот и прям, ну, даже есть там статьи в той же Википедии об этом, да, и это похоже чем-то на историю Путина, когда пала Берлинская стена, и в Дрездене пришли митингующие к зданию КГБ, где он находился. Ну, в смысле Андропова было все намного более драматично, потому что был восставшие похитили его сына. Да, они причем просили, чтобы детей и родственников вывезли, а руководство ему запретило это делать. Ну вот, поэтому тут для Андропова был еще и серьезный личный момент. Сын был освобожден в результате, да, но тем не менее для Андропова, конечно, это был момент достаточно сложный. А у Путина, в общем-то, никого не похищали, и в этом плане он мог меньше переживать. Получается, что ваша версия того, как Путин пришел к власти, она несколько расходится с версией, которые, например, там те же ФБК продвигают в своем фильме «Предатели». Мы с вами уже один раз говорили, по-моему, в эфире о фильме, мы еще говорили потом вне эфира, и я сказала, что я посчитала количество раз, сколько раз в фильме упомянуто ФСБ и КГБ. Так вот, и ФСБ, и КГБ вместе в 3 фильмах упомянуто меньше, чем Ходорковский, который в основном упомянут только во 2 фильме. Вот, и, соответственно... Да, и кроме этого еще неоднократно упомянут Березовский. Понимаете, я считаю, что
если человек, рассказывающий про Россию, не упоминает об ФСБ, то есть три причины, по которым это происходит. Может быть, происходит. Первое, что этот человек ничего не понимает в том, что происходит в современной России. Или произошло уже в современной России. И что ему тогда не стоит открывать рот. Вторая причина, что он боится ФСБ и поэтому предпочитает на эту тему не говорить и ФСБ не упоминать. И третья причина, что он все прекрасно понимает, но зависим от ФСБ. Никаких других причин, как мне кажется, не существует. Понимаете, от того, что вся страна считала, например, Березовского вершителем судеб России, от того, что сам Березовский считал, что это он ставит Путина, ничего ведь по существу-то не то, что не меняется, а из этого не следует, что это именно так. Да? Березовский отчасти, потому что самому Березовскому это было выгодно, был сделан таким злым гением, да, России, да, там, кукловодом, теневым Ришелье, да, который, дескать, всем в России управлял. Ничем он в России не управлял. Да, в какие-то моменты, да, он сыграл достаточно важную или, может быть, даже ключевую роль. Ну, например, в организации в марте 1996 года, да, в организации вот как раз того самого союза олигархов, который помог Ельцину прийти к власти и остаться легитимным президентом в 1996 году, победить на выборах, вернее, в 1996 году. Да, вот в этом конкретном эпизоде действительно была велика и роль Березовского, и роль Чубайса. Да. В создании партии «Единство» Березовский сыграл очень важную роль. Но это то, что сейчас называется «Единая Россия» же, правильно, да? Ну да, потому что объединилось «Единство» и вся Россия Лужкова, да, они объединились в одну партию. Понимаете, но мы знаем, что кандидатов, которые предлагались Ельцину, да, в премьер-министры, было трое, и все из спецслужб. Иными словами, мог победить кандидат, которого поддерживал Березовский, и так и случилось, победил Путин. Мог победить кандидат, которого поддерживал Гусинский, например, Примаков. Да? И тогда президентом был бы Путин. И Примаков. И считалось бы, что этого президента привел к власти Гусинский. Но на самом деле и в том, и в другом случае был еще кандидатом Степашин, который был директором, до этого директором ФСК, которого, тоже поддерживал скорее Гусинский, чем кто бы то ни было еще. Но так или иначе власть все равно оказывалась бы у ФСБ как у ведомства. Да? Подчеркиваю, просто в одном случае это был бы Примаков или Степашин, в другом случае это был бы Путин. Да? И считать, что президента ставили в России олигархи, неправильно. Президента ставили в России спецслужбы,
используя для этого во время президентских кампаний деньги тех или других олигархов. Да? Одни олигархи давали деньги одним кандидатам, другие давали деньги другим кандидатам. Вот то, что происходило. Но подчеркиваю, так или иначе, за всем этим стояла госбезопасность, и в результате к власти пришел человек из госбезопасности. И мы, собственно, видели, уже увидели, в какой-то момент, что этот пришедший из госбезопасности человек сделал и с тем же Гусинским, который играл против него. То есть Гусинского уничтожили как бы в первый же день, как олигарх. И НТВ разогнали, что называется, приступили к разгону НТВ в первый же день. А затем отняли ОРТ у Березовского, и затем, собственно, там, так или иначе, убрали Березовского. Но это было бы, безусловно, не так, если бы всем руководил в стране Березовский. Это была как бы самообман для Березовского, который считал, что чем-то в стране руководит, и, безусловно, как бы обман населения, которое тоже считало, что всем руководит Березовский. Это во-первых, но сейчас вроде бы это уже легко увидеть и понять. Легко увидеть, кто управляет Россией сегодня, и легко понять, что взгляд на Березовского как на, не знаю, вершителя судеб России был сильно, мягко выражаясь, преувеличен и ошибочен. А почему и каким образом этого не понимает Певчих, я не очень, как бы, я не понимаю. У меня создалось ощущение, но это мое ощущение, оно может быть ошибочное. Хотя, скорее всего, оно не ошибочное, что через создание вот этого фильма была сделана попытка ФБК как бы перетянуть на свою сторону путинских избирателей. Если это так, то это безумно наивная и глупая попытка. Не говоря уже о том, что она неправильная, и политически неправильная, и с моральной точки зрения она неправильная. Забудем про мораль в данном случае, это, наверное, не очень уместно. Кроме этого, и это нам как бы было продемонстрировано в третьей серии фильма, единственным положительным героем этого фильма показан Зюганов, что тоже абсолютно потрясающе, потому что, как бы не относиться там к Зюганову, в общем-то, и к его возможностям, как политика прийти к власти, но положительным героем он точно не является, и никогда им не был. И если в 96-м году, допустим, из двух зол, если подходить вот так вот к политической как бы ситуации в России в 96-м году, из двух зол Ельцина и Зюганова, олигархи и население в целом остановились на Ельцине как на, хотя бы как на меньшем зле. Может быть, кто-то считал, что наоборот, это добро, абсолютное добро, можно было считать, что это меньшее зло, то и этот подход как бы отчасти понятен. Вот Зюганов как большее зло, а не меньшее зло. Но в данном случае в фильме он даже не просто меньшее зло по сравнению с, не знаю, Ельциным. Судя по, насколько я помню, по вашей книге, Зюганов тоже имел отношение к КГБ. Зюганов сам не имел отношения к КГБ, вот как бы он не был завербованным агентом КГБ, но все люди вокруг него были.
Да? Вот, понимаете, ведь идея же госбезопасности заключается в том, в инфильтрации. Да? Вот главное это контролировать структуру, да, любую структуру. Вот если она создается, иногда ими же, кстати, иногда сама по себе, то дальше есть задача инфильтрировать эту структуру и контролировать эту структуру. И это относится в том числе к компартии Зюганова. Да? Я не хочу ни в коем случае сказать, что Зюганов лично был завербован госбезопасностью. Но вся его компартия была настолько инфильтрирована этой госбезопасностью, а частично состояла из, если иметь в виду руководителей, состояла из офицеров госбезопасности, то, конечно, отделять ее от госбезопасности довольно сложно. Но это как бы отдельный разговор, мы даже не это обсуждаем. Но мы обсуждаем то, что Зюганов как альтернатива в Российской Федерации, она не должна радовать никого, в том числе и певчих. И почему в 24 году, вот сейчас, нам пытаются продать Зюганова как наилучшую альтернативу для России, объяснить сложно. Ну, разве что ФБК планирует политический блок с Компартией Российской Коалицию Федерации. с Зюгановым, да. Коалиция, да. Речь идет о коалиции, либо речь идет о попытке таким образом перетянуть на свою сторону путинский электорат и зюгановский. Ну, те люди, которым Путин 20 лет рассказывал, что в 90-х было плохо, а тут пришел я и сделал вам стабильность. Вот, собственно, я так понимаю, что они в этом нарративе пытались сбить, по дороге разбили все свои отношения с российскими спонсорами, российскими другими оппозиционерами. Ну и вот я нашла, кстати, свой расчет, это искусственный интеллект нам посчитал, какие слова они употребляли в 3 сериях. Ельцин 162 раза, Путин 149, и то в основном Путин в 3 серии. Вот 122 это из 3 серии. Березовский 129, даже больше, чем Путин в 3 серии. Абрамович 72, Собчак 61, Юмашев 60, Ходорковский 15, ФСБ 14, Гусинский 7, КГБ 3. Был еще, естественно, Абрамович был, я сказала. Березовский тоже был, я сказала. 129, понимаете? То есть Березовский в 6 раз хуже, чем КГБ вместе с ФСБ, при том, что они, по-моему, частично упоминали слово ФСБ по поводу работы кого-то из, там, еще кого-то, о ком они описывали, что вот этот человек работает там в ФСБ, или совершенно работал в ФСБ. В первой серии вы абсолютно правы. В первой серии ФСБ упомянуто 3 раза в связи с тем, что это была должность Барсукова. То есть на самом деле упомянут Барсуков, но сказано, что он был министром госбезопасности. Да? Поэтому, да, этот фильм обошелся как бы в целом, да, без упоминания, ну скажем так, без описания роли КГБ и ФСБ в происходивших в России событиях. А роль эта была глобальной. Я предлагаю, если можно, наш следующий с вами эфир посвятить уже роли КГБ, ФСБ в современной России и как они получили, собственно, эти возможности. Но последний вопрос, который я хочу в сегодняшнем стриме задать, это вот неужели Горбачев не понимал, что, ослабляя систему, он в конечном итоге приведет скорее к разъединению страны? И могли ли вы в 80-х предположить, что СССР распадется и коммунистическая система рухнет? Смотрите, на второй вопрос ответить довольно легко. Я уехал из Советского Союза в 1978 году. Мы уезжали тогда по следующей системе. Во-первых, мы отказывались от советского гражданства, вернее так, это было обязательное условие. Да? Советский человек не мог эмигрировать из Советского Союза. Нужно было сначала отказаться от советского гражданства. Это стоило, кстати говоря, 500 рублей, довольно много по тем временам.
А во-вторых, мы уезжали с билетом в один конец, и мы знали абсолютно все, вот все, кто уезжал, что это на всю жизнь, что мы никогда уже в эту страну не вернемся. Ну, потому что это тоже было условие иммиграции. Да? Возврат в эту страну не предусматривался. А то, что советская власть нас переживет, в этом мы тоже все были уверены. Была такая знаменитая книжка, ну, скорее даже, может быть, брошюра больше, чем книжка, не толстая книжка, написанная Андреем Амальриком, которая называлась «Доживет ли Советский Союз до 1984 года». Амальрик чуть-чуть ошибся, да, и сам он, кстати говоря, к сожалению, да, умер до распада Советского Союза. Но, тем не менее, он почти угадал. Так что вот на этот вопрос легко ответить. Никто из нас не предполагал, что Советский Союз рухнет, и к тому же так стремительно. А вот когда Горбачев стал на путь перестройки, когда началась либерализация в Советском Союзе, то есть мы говорим сейчас о периоде, скажем так, 89-90 годов, когда рухнула Берлинская стена, когда стало понятно, что Восточная Европа как бы выходит из-под советского контроля, в этот момент, конечно, в целом стало понятно и то, что социалистическая система может существовать либо в, скажем так, в сталинском формате, ну, в крайнем случае в брежневском формате, но она абсолютно точно не может существовать как социализм с человеческим лицом. Если вы помните, была такая тенденция в Восточной Европе, да, создать как бы социализм с человеческим лицом. Ну, отчасти там Пражская весна, допустим, да, это из этой же серии. Попытка вот создать социализм с человеческим лицом. Но дело в том, что социализм с человеческим лицом теоретически мог существовать в Восточной Европе, поскольку существовал Советский Союз, все-таки удерживавший, да, эти страны внутри как бы границ Восточного блока, да, внутри Восточного блока. Но социализм с человеческим лицом, безусловно, не мог при этом существовать в Советском Союзе, потому что он, безусловно, должен был бы привести ровно к тому, к чему он привел. К попытке, с одной стороны, КГБ переломить ситуацию, да, и вернуться к такой жесткой советской, желательно сталинской системе, да, ну, без расстрелов, как бы, но в жесткой системе, да, с закрытыми границами, с отсутствием свободной слова и печати, да, либо он должен был привести к распаду Советского Союза, скажем так, к уходу Советского Союза, становлению Советского Союза на капиталистические рельсы, да, переходу с социалистических рельс на капиталистические. Что, собственно, вот и произошло, опять же, в период 91-99 года. Так что вот это было ясно с какого-то момента. То есть то, что попытка Горбачева создать в Советском Союзе социализм с человеческим лицом, то, что это не увенчается у него успехом, вот это было, я думаю, понятно. Да? Соответственно, у Горбачева был вариант попробовать вернуться к брежневскому периоду, да? но уже было упущено время, да и нет ощущения, что Горбачев этого хотел. Он, скорее всего, действительно хотел создать в Советском Союзе как бы либеральную форму существования социалистического государства. Но вот в это уже было как бы поверить трудно, да, поверить в то, что это может
удастся, да, вот создать социалистический лагерь с человеческим лицом, было понятно, что из этого лагеря все равно убегут все восточноевропейские страны, если сам Советский Союз будет либеральным. Да, да и глядя на эти социалистические восточные страны, да, Советский Союз тоже куда-нибудь убежит. Подчеркиваю, что и случилось. И противостоять вот этому вот движению, да, могла только госбезопасность. Что она успешно, как говорится, сделала, да, в результате, с точки зрения вот своих задач, да, эта задача была решена КГБ, там, бывшим КГБ, нынешним ФСБ, безусловно, успешно и, безусловно, в кратчайшие сроки. То есть за 10 лет меньше они вернули себе власть целиком и полностью, и как пока что, да, навсегда. Да, и за следующие 25 лет они, безусловно, изменили дух страны. Да, изменили дух страны, если отсчитывать от 91-99 годов. То есть, безусловно, сегодняшняя Россия, она, прямо скажем, сильно отличается от той, как она нам виделась в 91-99 году. Спасибо большое. Напоминаю, что это была третья серия наших бесед с Юрием Георгиевичем Фельштинским, доктором исторических наук, доктором философии по истории, с автором книг «ФСБ взрывает Россию» и «От красного террора к мафиозному государству». Подписывайтесь на соцсети Юрия Георгиевича, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Юрий Георгиевич, ну что, в следующий раз тогда поговорим, как КГБ вернул себе Россию и начал наступление на Запад. Хорошо. Спасибо. Попробуем. До свидания. Спасибо. Счастливо.